Друзья, всем привет! По вашим многочисленным просьбам мы сегодня с вами сошьем облегающий лиф с рукавом для свадебного платья. Такой лиф шьют из стрейчевого кружева, гипюра, сетки и надевают его поверх корсета, а затем уже пришивают юбки. Я вам покажу раскрой, пошив, а также вы можете приобрести выкройки этого лифа на сайте нашей школы. Итак, начинаем работу. Работать я буду вот с таким красивым стрейчевым кружевом. Выкраиваем детали, соблюдая долевую. Вот у нас детали спинки, детали переда с выточками. Выточки я наносила ручкой «Пиши-стирай», которая пропадает от нагревания утюгом. Вот они, эти выточки. При раскрое я ничего не добавляю на швы, то есть выкройка уже идет с припуском на шов 7 мм по всем швам. Так, это рукава. На рукавах обязательно ставьте метки. Метка центр и контрольная метка соединения рукава с передом. Итак, вот у нас все раскроено. Теперь сметываем вручную выточки. Также сметаем плечо. Обратите внимание, что длина плеча спинки немного длиннее, чем деталь переда. Поэтому спиночку мы немножко припосаживаем, прометываем. Так. И теперь, чтобы обработать швы, мы с вами нарежем сетку, полосочки шириной около 2,5 сантиметров. Я буду использовать Хаял тюль, это очень мягкая сетка. Вот мы ее прикладываем поверх шва и шьем с припуском 7 миллиметров. Уравняли срезы сетки и срезов плеча и шьем, не растягивая, шьем как ложится. Так, закрепки. Срезаем с небольшим запасом сеточку. Вот так это выглядит. Теперь излишки шва мы срезаем, оставляем где-то 3-4 миллиметра. И наша задача обернуть сеткой шов. Остаться сетки у нас должно где-то 1,5 сантиметра, для того, чтобы не было излишков. Поэтому мы срезаем и теперь оборачиваем вот так шовчик сеточкой. Обернули и проложили еще один шов, тем самым закрывая сеточкой весь припуск. Припуск получается аккуратный. Вот так он выглядит. Готово. Зашиваем выточки. Теперь проложим стабилизирующую строчку по горловине. Шьем на расстоянии около 4 мм от края. Плечевой шов мы отворачиваем в сторону спинки. Прокладываем строчку. Вот так это выглядит. Переходим на гладильную доску и отутюживаем плечевые швы в сторону спинки. Также отутюживаем выточки. Выточки должны у нас талиевые смотреть в центр переда. Вот так. И нагрудная выточка должна смотреть вверх.
Так. И немножечко мы должны будем с вами поутюжить на круглой форме, буквально для того, чтобы концы выточек немножечко сгладить. Вот так. Не растягиваем кружево, ничего с ним не делаем, просто концы выточек вот так вот мы заканчиваем. На этом этапе мы с вами вшиваем рукава в проймы, находим контрольные метки и соединяем. Также по срезам соединяем. Поставили иголочки и теперь вметаем вручную рукав. Имеется на рукаве небольшая припосадочка, мы ее должны распределить равномерно. Вот так это выглядит. Теперь берем сеточку, опять прикладываем ее к шву, вот сюда, уравниваем срезы и прокладываем строчку на расстоянии 7 миллиметров от края. Не растягивайте рукав в пройме, как ложится, так и шьем. Сеточку поправляем. Вы можете сначала приметать еще и сеточку. Затем срезаем припуски, оставляем около 4 миллиметров. Сеточку также мы срезаем, оставляем около 1,5 сантиметра шириной. Оборачиваем сеткой припуск. Здесь я уже помогаю себе иголочками. Вы можете также прометать сначала. И прокладываю строчку. Закрываем аккуратно припуск. Вот так это выглядит с изнанки. На моем кружеве был вот такой красивый ажурный край. Я его сейчас заготовлю для обработки горловины. Я вот так просто срезаю пока. И смотрю, сколько мне понадобится длины. С небольшим запасом срезаю. Также для рукава я беру какое-то количество ажурного края. Срезаю с небольшим запасом. Опять же, срезаю пока просто. Потом уже подрезать аккуратненько мы будем после того, как пришьем. Так. Заготовила. Раскладываем на ровной поверхности нашу кофточку и начинаем аккуратно подкалывать кружево. Кружево у нас плоское, а нам нужно сделать с вами закругление. Поэтому подрезаем вот эту сеточку между рисунком. У вас, возможно, будет другое кружево для обработки, но принцип действия такой же. То есть, если вам нужно закруглить кайму, край, вам нужно будет подрезать сеточку. Но ни в коем случае не подрезайте сам рисунок. Старайтесь, чтобы рисунок был цельный, чтобы было аккуратно в готовом виде. И также прикладываем кайму к рукаву. Вот так. Подкололи иголочками. Пришивать кружево я буду вручную, мелкими стежками. Сначала проходим по внешнему контуру, а потом пройдемся еще по нижнему. Ну, там уже исходите из своего кружева по рисунку. Главное, чтобы ниточку вашу было менее заметно. Но стежочки делайте очень частые. Теперь, после того, как уже пришили, мы срезаем все ненужное, всю сетку между рисунком кружева. Так. И теперь снизу у нас осталось кружево от рукава. Также аккуратненько срезаем, стараемся не повредить нитку, которой мы
все это пришивали. Будьте предельно аккуратны. Вот такой вид у нас имеет рукавчик. Также пришиваем по горловине кружева мелкими стежочками, очень частыми, незаметными. Вручную пришиваем мы сначала по верхнему контуру, вот так. Так. И теперь проходим по срезу кружева по самому краю. Также очень частыми стежочками, чтобы нигде ничего не отошло. То есть сейчас мы шьем по контуру нашей каймы. Теперь, когда все пришито, крайне аккуратно срезаем сеточку, все ненужные нюансы кружева. Если у вас будет другое кружево, у вас будет, возможно, сетка или органза, смотря на чем у вас вышита эта кайма. У меня вот такие вот ниточки торчат. Я их срезаю, и у меня остается аккуратное кружево. Так, отутюживаем, придаем округлую форму горловине. Вот так. Все аккуратно, красиво. Теперь также отутюживаем край рукава. Все, как тут и было. Все аккуратно. Теперь сшиваем боковые швы. Зафиксировали в районе проймы. И теперь хочу обратить ваше внимание, что по боковому шву спинка немного короче переда. Вот на это расстояние. Значит, мы с вами должны немножко припосадить бок переда и немножечко растянуть спинку. То есть мы уравняли по линии талии, все ровненько. Теперь немножко растянули вот так боковой шов и соединяем иголочками. Выточку переда повернули в сторону верха. Так. Очень внимательно соединяем низ рукава. Кружево должно совпасть точно. Теперь распределяем срезы, уравниваем и также ставим иголочки. Опять берем сеточку, прикладываем ее к шву и прокладываем строчку. Припуск 7 миллиметров. Обязательно закрепка в начале и конце шва. И продвигаемся. Затем точно так же срезаем припуск шва до 4 миллиметров и обрабатываем его сеточкой. Вот так это выглядит. Теперь нам нужно вшить молнию. Пришиваем ее к центру спинки. Смотрим, где у нас она должна начинаться по линии горловины. Вшиваем вручную сначала. Обращаю ваше внимание, что во время пришивания молнии ткань нужно немного припосаживать. Пришиваем. Вот так у нас это выглядит. Так. Смотрим. Все хорошо. Теперь нам нужно закрепить кончики молнии. Я это делаю вот таким способом. Оборачиваю ее вокруг
припуска и вручную пришиваю потайными стежками. Вот, все готово. Вот так это выглядит с лица. Все хорошо. Наша кофточка абсолютно готова. Думаю, в этом мастер-классе я ответила на ваши вопросы по пошиву такого лифа. Выкройки лифа в 5 размерах можно приобрести на сайте нашей школы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юлия Чумакова.